Ну что же, скрипта для чайников и для тех, кто не знаком с нашей передачей и с нашим каналом в целом. Для тех, кто пришел по рекламе, я сейчас несколько, вводных комментариев предоставлю, конечно же, чтобы вы понимали, что не зря теряете время на нашем канале. Такая чушь, даже Дурнев не делает погоды. Не смог это досмотреть даже до середины, и просмотры вообще накручены. Так, блин, хорошие комментарии пишут. Комментарии куплены. Все хорошие комментарии это за бабки купленные. Ребята пришли и написали. Или под страхом. Да, или под страхом. Ужас какой! Зашел послушать про крипту, посмотрел какое-то ужасное говно. А вот скажите, а говно может быть прекрасным? Да! Спасибо, что придумали перемотку. Фу, какая гадость! Даже моя кошка писает красивее. Люди устроили между собойчик, но нахера других оповещать об этом? Это такая спала уже в 18 час. Бля, оповещение пришло. Пришло говно. Вот эту давай, любимый. Сумасшедшую? Да. Наташа Кошка пишет. Потап, ты чё? Ты о чем? Следующий ее комментарий. У тебя прямой эфир? А вот это там, когда это ты ничто и вообще ничто. Да, сейчас. Опять же, Ирочка Шеремет. Зачем я смотрела? Представляю, как она расстроилась. 7 минут. Она просто посмотрела передачу, побежала в ванну, начала тереть глаза с мылом, чтобы это развидеть. А 7 минут-то уже в голове с мылом. Она прибегает к врачу, говорит, вы можете сделать мне трепанацию черепа и достать эту информацию из нервных клеток? Она мылит, а они даже не слезятся, потому что это детское мыло. Детское мыло, да. Иван Иванович написал. Иван Иванович, со всем уважением. К чему эти детишки учат своих и чужих детей таким образ жизни? К чему мы и наши дети придут, смотря таких передач? Подумайте теперь. А я там ответил. Дорогой Иван Иванович. А что я ответил там? Что-то хорошее ответил. Я написал, спасибо, были неправы, исправимся. Это при условии того, что у меня тоже 3 класса образования, как и у Ивана Ивановича. Я понимаю, как прочитать текст без знаков препинания и с отсутствующими некоторыми буквами. Опять Наташа Кошка появилась. О чем ты базаришь? А вот мне нравится Дима Оса написал. Сборище чумоходов посмотрел. Мы с Левом Викторовичем определили, что чумоходы это позитивный комментарий, потому что типа, от слова чума, очуметь. А чумачечая весна. Чумачечая весна, опять же, ему навеяло, видимо, и он как бы чумоходы, то есть я думаю, что чумоходы... А у меня друг Чумаков. Я думаю, да, и у меня есть такой друг. Может быть, даже это один друг на 2. Комменты накрутили. Ребята херню снимают. Испытал чувство испанского стыда, пишет Александр Стелларис. Людмила Письменная пишет. Потапчик, троечник, бездарный, нижепоясный эксплуататор Бабенк. Когда показали его первый клипушку в телеке с 3 несчастными, раздельно написано, раздетыми девочками, а когда он продемонстрировал отсутствие музыкального слуха, сразу стало понятно, надо радоваться. А с 3 несчастными девочками это не Виагра, случайно? Ребята, у нас 70% подписчиков это женщины. Причем, как показывает наша стата, это типа девчонки старше 30 лет. Прикидываешь, они нас реально смотрят бухущие просто, ты понимаешь? После императрицы в 4 утра... Домой. Я все понял, почему нас смотрят взрослые девочки. Ну, императрица в 4 утра. Что ты сидишь сама, включаешь на телеке нас, и у нас как бы такой между собойчик, и мы тоже пьяные, и она пьяная, и она как в кабаке получается. Замыкай. Да, и они с нами общаются посредством комментариев. То есть она бы с нами за столом вот так вот сидела бы такая, ты о чем базаришь? И ты такой, она то, что думает, то и пишет. Да, а ты отвечаешь, а я говорю. Она говорит, что ты говоришь? Что ты говоришь? И пишет же. Пишет это, да. Они с нами так общаются. Вот это ни хрена себе, я понял. Блин, разгадали тайну. Слушайте, будет выпуск специально для вас. Обязательно. Вова споет императрицу. Наташа Кошка опять продолжает. Она чуть паузу выждала. Еще 2 Она за бокалом ходила. Еще 2 рюмки калдык. Пишет, ты без Насти вообще никто. Следующий комментарий. Ты вообще никто и вообще никто. Это шах и мат. Шах и мат, йоу. Капец, вообще капец. Такой капец тебе. Капецина тебе. Капец. Капецище. Следующий она продолжает опять. Мы тебя не знали. Ты кто? Мы хотим о тебе услышать. Тут другая комментарий пишет.
Фе. Вот за фе реально обидно. Не, напиши правильное число фи. Вот реально за фе обидно. То есть она выразила как бы негодование и реально еще и сэкономила количество слов и букв. Надо спросить, Элочка Щукина. Нельзя было написать фе, это дрянь. Не. И ее ке. Они в одной кровати лежали, вот это вот самурай, это, наверное, девочка, и Баха ППП. Она написала фе, а он фу-фу. Может, они перданули вдвоем? Одна написала фе, другой смотри, она сказала фе, перданула, а он Вера пишет. Вера пишет, и 3 лайка ей еще поставили. Дурнішого шоу ще не було. Вот я понимаю, нормальный комментарий, а то фе. Ну ладно, фе. Игорь Колеватов пишет. Где Потап, там и хрень. Без просмотра комментирую про Потапа и ни разу не ошибся. Хрень. Опять Наташка вернулась. Ребята, ваша планета для ваших детей не интерес? Вообще шок! Что вы курите, товарищ Наташа? Елена Никитченко пишет. Тупо и неинтересно. Если бы она пробежала мимо, какульку бросила, побежала дальше. Если бы она написала тупо неинтересно, не через запятую, тупо неинтересно, ну как бы тогда понятно. Ну человек посмотрел тупо неинтересно и переключил. А вот Алексей Шевченко тоже бежал, но решил как бы не какульку оставить, а именно... Испортил великую фамилию, да? Ведущие, как старые маразматики. Пацаны чисто вытягивают программу. Вам вопрос, 3 часа говорите хер знает о чем. Потом вообще забыли. Вам опять вопрос. Бред. Не, ну тут все со смыслом, тут хоть понятно. Понятно, что хотел сказать. София Жасан. Фу! 15 букв У. Выдохнула. Дача Бут посмотрела на комментарии Софии Жасан и написала просто фу, 3 точки. Может быть, она пришла с работы, сняла обувь, каблуки, говорит, и зажала просто. Такая... А Сири записала комментарий. Вот вдумчивый комментарий. Так. Владимир Павловский написал. Так Украина и живет. Из шоу в шоу. У каждого канала свои скоморохи. А нахера нам инженеры, если клоуны президентами становятся? Интересно, кем он работает? Не инженером ли? Слышишь, давай Владимиру Павловскому напишем в комментарии, отправим ему крипты. Давай. Очень вдумчивый комментарий, да. на самом деле. Сколько? Давай ему отправим... 100 догикоинов. Давай 100 100 догикоинов. Это реально час. Это все записано. Это день его работы. И, к сожалению, так ценится Иван Скоморохов. Увы, это не мы. Так, вот это мне нравится. Иван пишет. 4 типа наебались и решили снять это на камеру. Вот так лучше бы назвали выпуск. О, так слушай. Так, давай просто его привлечем в команду. Молодец. Это хороший. Да, скажи, что мы приглашаем тебя на выпуск, чувак, оплатим тебе проезд с Шепетовки до Харькова, Харьков-Шепетовка, плюс такси до места. В конце именно самый главный наш хейтер собрал 3 лайка, меньше 10 тысяч подписчиков. Влад пишет. Я хочу сказать, Влад, что уже больше 10. Значит, соответственно, ваш комментарий в современности не правомочен. И 40 выпусков, он спрашивает. Пора задуматься. В стиле 2000-х, шутки, лоховской говорок и Дурнев не спасет. Ай, стишок какой зачинил. Не, брат, я совсем согласен. В стиле 2000-х это понятно, потому что мы как бы мы как бы сами из 2000-х. Чем тебе шутки не нравятся? Слушай, а может быть нужно... Здесь у тебя построено предложение, обращение таким образом, что ты против шуток. Надо было тогда написать ваши шутки и ваш лоховской говорок такие что даже Дурнев не спасет. Все, приходи к нам на уроки русского языка, Влад. И мы тебе придумаем фамилию. И мы тебя придумаем. В общем-то, собственно говоря, все эти комментарии как нельзя лучше характеризуют нашу передачу. Поэтому, если вы все-таки хотите покопаться в этом дерьме, то welcome! И мы сегодня в Мексике. Пам-парабам-парабам-парабам-парабам-парам-парам. Итак, первый вопрос. Из чего можно сделать NFT? Про NFT еще в древности говорили слепить из говна конфетку. Это ж и Гай Юлий Цезарь сказал. Раз мы в Мексике, то я скручиваю купюру, чтобы больше поместилось в карман. Из чего можно сделать NFT? NFT можно сделать, Володенька, из всего. Даже из гамна, или как там написать? Например, как твой Инстаграм. Можно сделать его неповторимым. Вова. Ну что ты сразу обижаешься? Во. Я не обижаюсь. Не обижайся. Да, а давай на предыдущий еще дополним про твой Инстаграм. Пожалуйста, кто тебе запретит? Ты же мне деньги платишь, унижай меня за эти копейки. Опять повышение просит. Унижай меня за копейки. Это какой-то БДСМчик попался. Отдельный вид БДСМ. Унижай меня за копейки. Да
Готовьтесь просто. В следующем сценарии, сука, шокеры на вас наденут с самого начала и до самого конца. И будешь нас удержать за копейки? Ладно, давай Вову не трогать в ближайшие 7 минут. Давай попробуем это Во сделать. имя Ирины Шеремет. Давайте у нас в следующих передачах будет иммунитет имени Ирины Шеремет. 7 минут тебя не Будем- Тебя не замечают 7 минут. Будем выдавать, например, вот нам в комментариях пишут, что мы очень часто парафиним Binance. Например, мы вот Binance на один выпуск выдадим иммунитет имени Ирины Шеремет. И ни Нет. слова вообще о них Подожди, не будет. имени Ирины Шеремет это 7 минут. Ирина 7 минут Шеремет. А имени Влад-Влад? Это тотем. Это тотем. как последний герой уже. Влад-Влад — тотемное животное. Из NFT можно сделать из всего, потому что NFT, по сути, оцифровывает любой предмет, любую запись, любое произведение. Любое творение твит, человека, Любое творение, да. Окей. Один наш следующий друг вопрос. предложил оцифровать религию в NFT. Продать кому-то ислам. представляешь? Можно, кстати, было бы это сделать в коллаборации с Владимиром Карафетов. токенизировать цыган. Нет, подожди, этот... Токен будет расти реально по каждый день. Потому что Токен будет иногда пропадать и появляться. иногда будет добирать неожиданно в цене. Но с ним будет весело. Иногда его могут арестовать, этот токен. Ты идешь по улице, раз токен арестовали. Не, как этого Владимира зовут, который Мунтян? Его надо. Да, я тебе говорю, надо делать NFT с Мунтяна. Я вижу. Представляешь, если оцифровать каждое его чудо? Чудеса будут в России. Короче, Вовчик, оцифровать можно все, даже чудо Мунтяна можно оцифровать. Вот так я тебе скажу. Следующий вопрос, а точнее просьба. Расскажите подробно, как заработать на NFT. NFT — это очень крутая тема, на которой можно зарабатывать реально. А для этого нужно придумать какой-то либо уникальный контент, либо какое-то уникальное произведение, картинку, гифку, все что угодно. И, значит, с этой историей пойти на аукцион, На маркетплейс. на маркетплейс, точнее, да. И на этом маркетплейсе вот эту, значит, историю, если вы являетесь владельцем нематериального блага, или материального в том числе тоже, Ну да. значит, если вы являетесь владельцем блага, по вашей версии, а вы, значит, приходите на маркетплейс, загружаете его там, выставляете стоимость, можете его просто продать, можете, значит, устроить аукцион с минимальной ставкой и так далее. И, соответственно, в зависимости от того, какой тип аукциона вы выбрали, соответственно, получить оплату в случае, если это будет востребованный лот. И потом перепродать его. Вот мне что-то пришла мысль. Перебайер называется. Вчера была первая игра финала НБА, одной из конференций. И за 0,9 секунды до конца одна из команд выигрывала 1 очко, а мяч был у другой команды. И один из игроков накинул на кольцо, и тот просто забил сверху с сиреной. Ну, фантастический. И я подумал, вот если НБА захочет оцифровать победные броски, ну, там, просто в матче или в плей-офф, или в финале, как Майкл Джордан, когда там забивал это. То есть ты владелец момента. Ты владелец вот этого момента, все знают бросок Майкла Джордана, потому что все картинки, когда Подожди, а его кому рука- в таком случае принадлежит момент? НБА, Почему? потому что это их бренд, трансляция, это все, это принадлежит NBA. Но сделал же его человек другой. Можно как-то, ну, я думаю, что лига может подумать, каким образом там... А может быть, игроки подписывают какой-то, наверное, Не, возможно, лига, клубы, которые участвовали Да. в матче, и непосредственно игроки задействованы в моменте. Ну, то есть, сложно. прикольно ты продаешь какой-то Прихлебателей момент. очень много получается. Да, я понимаю, но продать момент, и хорошо, на развитие лиги, на А благотворительность. чувак, который давал пас, вот этот набрасывал Нет, на можно, колесо. можно сказать, что, например, эти все деньги пойдут на развитие детского баскетбола или там на благотворительность еще какую-то. Не, ну нужно определить владельца момента. Лига. Я считаю, что владелец лига, только она должна их потратить на те цели, которые поддерживают все Ребятки, клубы. в комментариях, пожалуйста, напишите, как вы считаете, кто может выступать владельцем момента? Например, финал Лиги чемпионов, когда «Динамо» Киев вылетела в сезоне 97-98 года, мы Баварии выигрывали 3-1, потом 3-3, и в финале Бавария проиграла. Самый обоснованный ответ в комментариях получит от нас 1000 догикоинов. Каким образом от вопроса, как заработать на NFT, вы перешли к финалу Лиги Чемпионов? А ты что, отсутствовал? Наш ген-продюсер Любовь предложила интересную идею заработать на NFT, сделав его из комментариев Ирины Шеремет. Заработать на ее негативных комментариях. Подожди. Пока вы будете обдумывать эту идею, я задам следующий вопрос.
Что такое листинг? Листинг — это когда есть проект, который придумал какую-то идею. Он должен продать своим пользователям токены. Он их продает, но токены — это как бы спекулятивная штука. Кто-то хочет купить, кто-то хочет продать. И им надо где-то это делать. То есть они это могут сделать на бирже. WhiteBit, например. Вот. И для того, чтобы попасть на биржу, их нужно залистить. Добавление Листинг проекта. — это процесс размещения проекта на биржевой площадке, на биржевой платформе. $100 за ответ. Как можно быстро заработать на криптовалюте? Никак. Следующий вопрос. В чем отличие между традиционными системами безналичных платежей и криптовалютой? Мы что-то 50 раз уже отвечали. Есть SWIFT-платежи. Не, смотри, отсутствие различия безналичных платежей заключается в том, что безналичные платежи зачисляются на расчетный счет предприятия. В зависимости от его формы и так далее происходит документооборот, основанный как бы на этом поступлении. А с криптовалютами так не работает. Стандарты безналичных платежей приняты по всему миру, а платежи в криптовалюте таковыми не являются, и, соответственно, на основании поступления в виде криптовалюты ты не можешь создать, например, расходную накладную на отгрузку какого-либо товара. Потому что, к сожалению... Отгрузил 0,3 битка. К сожалению, на сегодняшний день платежи в криптовалюте не являются формой оплаты. Не являются формой оплаты. В основном есть, конечно, какие-то отдельные случаи, там, где как-то это работает. То есть сначала их нужно перевести в фиатные деньги, потом Да, но они в любом случае конвертируются. Даже те компании, которые на сегодняшний день заявляют о том, что они принимают платежи в криптовалюте, они на основании регулятора не могут принять биткоин на свой счет. То есть какая-то компания-прокладка, которая принимает биткоин, осуществляет конвертацию и на счет компании заводит доллары, евро там, или еще что-либо. И в таком случае, соответственно, для компании... в Украине, скорее всего, гривну. В Украине гривну, да. Вот. И, соответственно, в таком случае компания не получает биткоин и не получает платеж в биткоинах. Но человек, который платит, он этого всего не видит и не знает. Да, то есть человек, который платит, он отправил биткоины, компания, которая потом ему впоследствии отгрузит товар, напишет, что она там получила от него оплату 25 тысяч гривен, а на 25 тысяч гривен отгружает ему носки, например. Но как бы напрямую криптовалюту они не получают и не могут, соответственно, да, там провести это поступление фактически как оплату за товар, который они будут загружать, например, или услугу, которую будут производить. Что случится, если биткоин перестанут принимать в качестве оплаты товаров и услуг в некоторых странах? Так его еще не начали. Абсолютно Ты отсутствовал в предыдущий ответ? Смотри, биткоину абсолютно по барабану. Будут его принимать в качестве оплаты или не будут в некоторых странах, потому что в некоторых странах его будут принимать. Дело в том, что его и сравнивают как раз с пирамидой пузырем в связи с тем, что вот золото можно переплавить на украшение какой-то деньги, да, вот ты передал, они есть, они существуют. Чувак, ты хоть раз в жизни покупал золото? Да. А ты хоть раз его продавал? У меня не настолько маленькая зарплата. Нет, спасибо вам. Ты хоть раз продавал золото? Нет. Попробуй продай. Ты вот серьезно, попробуй продай и снова купи. Издержки мы компенсируем. Вот просто сделай это. Петь, спасибо. Ну, только ты должен это будешь все как-то, типа, может быть, заснять, описать. Но это будет прикольно. У меня есть коллега, который до того, как золото начало вот этот вот марш-бросок и показало рост, я ей порекомендовал как бы на часть активов там купить биткоин, там еще что-то и золото. Она купила золото выросло в цене, она довольная, смотрит за котировками, говорит, вот, смотри, выросло уже там на сколько-то процентов. Нормально, на самом деле, выросло. И она как раз покупала вот в период там просадки по золоту. И она счастливая такая, что у нее выросло, значит, благосостояние, побежала это золото продавать и 2 недели пыталась это сделать через людей, через знакомых, через связи, подвязы, звонки. Сейчас, я перезвоню. По цене той же, выше, ниже? Неважно, попытайся его продать. Значительно ниже. Просто пойди и попытайся его продать. Только смотри, я имею в виду не продать. Например, сейчас цена там $1700 за унцию, а ты его идешь и продаешь за 1000 каким-то барыгам в ломбарде. Я имею в виду, вот ты купил в банке, например, да, у тебя банковское золото. Где ты покупал золото? В банке? В ювелирном магазине. Вот попробуй. Украшения. Ты украшения покупал или слиток? Нет, украшения. Не, украшения ты вообще продашь. Украшения ты продашь со скидкой там 50%. Ты на украшения еще заплатил за работу ювелира. Да, а так ты продашь как золото. А вот покупать у тебя будут чисто золото. Я думал, что ты купил золото. Здесь уже минус как бы. Минус 50% можешь записать к своему активу. Ничего себе золото. Ну, знаешь ли, не такая маленькая, но в таком случае не такая уж и большая у меня зарплата. Ты купил актив. Ты не понял. Ты купил актив и потерял на нем сразу в 2 куша, брат. Просто из-за чего? Из-за того, что
не нужна твоему украшению никому. Вообще никому. Например, если ты купил украшение, тебе его оценят по весу золота или там, что у тебя там, серебро или Но платина. это не или... $1900 за унцию, которые ты видишь на investing.com. И более того, если ты покупаешь банковское золото, я работал когда директором отделения банка 3 года, Правэкс-банка, и продавали мы золотые слитки, серебряные слитки, даже у нас продавали мешки по 25 килограмм серебра, у нас была такая позиция, 25 килограмм серебра, они просто... А что не взять 25 килограмм Мешок серебра? такой, 25 килограмм серебра. Да, и она была в виде стружки. Это именно люди покупали ювелиры, переплавляли на какие-то Человек ложки. приходит в отделение такой с безменом своим. 24 870. Вот с этим с цепком, да, таким. Когда покупали золото, например, вот опять-таки покупка 1800, например, за унцию, там продажа 1900, но тогда было в раза в 3 меньше. Вот мы продали человеку золото, Люди будут Правэкс-банк. вычислять, сколько тебе лет. Если ты в Правэкс-банке продавал золото Мне по 600 36. долларов за унцию. Мне 36. Причем у Правэкс-банка был свой тариф на продажу золота, а у Глеба, который там работал, свой. Не, ну и чуть-чуть добавлял, но это чисто от себя. Мы продавали швейцарское золото, там все написано Swiss, ну, Swiss, котировки, все, сертификаты, пломбы, ну то есть реально слиток 100-граммовый. Продали. И был случай, когда человек хотел принести там 50 грамм и продать, ну, на другом отделении покупал, ну, неважно, он приходит, говорит, можно продать. Он думал, что он сейчас отдаст золото, ему отдадут бабки, и он спокойно пойдет. Я ему говорю, смотрите, мы сейчас берем, пишем протокол сдачи, мы описываем изъяны, повреждения, так и да. Мы берем сразу при вас, запечатаем в мешок, ставим пломбы, отделение. Вот, вы ставите подписи, мы вам даем копию, что мы приняли у вас это золото. Мы берем инкассацию, отправляем его в головной банк. Головной банк проводит экспертизу золота, дает подтверждение, что это то золото, выставляют цену, за которую они готовы купить на этот день, сообщают вам. Вы должны подтвердить, что да, вы готовы продать его за такую цену, и тогда, вуаля, к вам на счет придут эти деньги. Вы заплатите еще проценты за то, чтобы деньги снять со счета. Да. А если вы придете на черный рынок, помните, как в фильме «Поменяться местами», когда они поменялись. А уценка доходит до 20%, ребят. Да, и вот когда в фильме «Поменяться местами» богатый человек попал бедным, а бедный стал богатым, ну их поменяли местами там. И вот он пошел, говорит, вот у меня есть часы, я их купил за $5000. За сколько вы мне их готовы взять? Говорит, $20. Он говорит, ты что, блин, какие они 5000 стоят? Говорит, $20. Говорит, они на тебе горят, ты их только что украл. Да это же оригинал. Ну иди продавай в оригинал. Ты берешь $20? Говорит, ладно, давайте. Шутки шутками, но у меня была такая ситуация в жизни. Да. Короче, золото это только вот на бумаге красиво. Да, это момент номер один. Момент номер два – это то, что для того, чтобы золото так сильно не падало в цене банковской, которое вы покупаете в банке, вам его из банка выносить нельзя. Вот это хорошая идея. Да, вам его из банка выносить нельзя. И вы, соответственно, когда покупаете золото, вы приходите в банк, значит, вам озвучивают стоимость золота, вы оставляете эти деньги, вам выносят, показывают ваше золото, потом вместо вас приходит Сережа, ему показывают ваше золото, потом приходит Валера, ему показывают ваше золото, и вы все купили одинаковое золото, и пока оно в банке, оно не падает в цене так сильно, как то золото, которое вы понесете с собой домой. Ну, еще есть такой штук. Один штук. Один такой штук есть. Ну, так есть схемка одна, там рабочая схемка. Есть вклады в золоте, да, то есть банк придумал такую штуку, не знаю, есть сейчас такие или нет, это вклад в золоте. То есть ты приходишь, покупаешь себе на счет, например, там 100 грамм золота, вот ты купил или там 10 грамм, ты заплатил в кассу гривны, тебе на счет начислили граммы золота, и они у тебя лежат на счету. Физически твое золото находится в головном банке, где-то там под землей, как Вова и сказал. Они могут продать одно и то же золото миллион раз, но то другой вопрос. И даже когда оно выросло, вы можете прийти и просто продать свое золото по тарифу, который указан. Там действительно небольшая маржа, потому что физически оно никуда не двигается. И вы можете продать и заработать. Но, как Вова правильно сказал, если вы его заберете домой, то добрый вечер. Сейчас самое главное скажу. Давай за это. Смотрите. Золото имеет стоимость и ценность ввиду того, что оно имеет применение. Применение заключается в том, что с помощью золота можно обмениваться ресурсами. Благами. Имеет эту стоимость по причине того, что золото – редкоземельный ресурс. Золото ограничено в количестве. Что если бы золото было в каждом дворе, вот там у тебя собака насрала в будке, ты покопал, там золото. Ну или как алюминий. Садишь на огороде у бабушки помидоры,
там золото. Золото бы не имело такой ценности, да? Поэтому золото – редкоземельный ресурс. Именно ввиду этого золото имеет определенную цену. Теперь вопрос вам, дорогие подписчики и те, кто смотрит на крысу. И аншлаг, который смотрит еще. Кто вам сказал, что золото – редкоземельный ресурс и что оно ограничено в количестве? А вы проверяли эту информацию? Не проверяли. Знаете почему? Потому что проверить ее невозможно. Соответственно, вся редкоземельность этого ресурса заключается в том, что нам кто-то сказал, что его немного. Мы все дружно поверили и начали продавать свои жопы за золото. Потом под это золото напечатали фантики, и мы начали отдавать свои жопы за фантики, которые сделаны под золото, количество которого никто не знает. Еще один момент. Как часто вы слышите в новостях, что в Индии обнаружили золотой рудник еще один, и все, мы начали его добывать. Не было, нашли. На 4000 тонн золота. Да, 4000 тонн золота под землей, оно лежит. Вдруг. Все. А еще есть такая интересная история про драгметаллы, когда один из чуваков, который прохавал эту схему с золотом, он говорит: о, я хочу сделать камни какие-то, просто, это не алмазы, а просто какие-то камни. Хочу сделать драгоценными. И что он сделал? Он выкупил нахрен все камни и просто сам ставил цену на эти камни и продавал какую-то фигню, которой ни у кого не было, задорого. Это называется ажиотаж еще. Как люди покупали алюминий. Он был, типа, в природе его было мало, а потом кто-то придумал формулу, но не сразу ее рассказал, ребята, продал всем, кому можно, а потом огласил формулу. Вы представляете себе ситуацию? Выступает какой-то доморощенный геолог. Гемолог. Поговорили. Вот этот Типсон, который изучает, значит, там все. И говорит: представляете, раньше-то наука не позволяла изучить то, что лежит у нас там под ножками в земельке глубоко. А вот сейчас компания Siemens выпустила новый, значит... не эхолот, а как этот металлоискатель? Лохоплут новый выпустила. Лохоплут — хороший. И он четко на милю бьет под землю, вообще все показывает. Кто заколку потерял, кто девственность, все. И говорит, оказывается, 400 000 тонн лежит под Венгрией. Какая будет стоимость вашего золота через час после выхода этой новости? Как определить силу армии Венгрии в этот момент? Не, в Венгрии сразу найдутся террористы. И США освободит их, если не успеет США освободит мир. Если раньше не успеет освободить Россия. России ближе. Кто быстрее доедет освобождать Братскую Республику. Мужики, раскрыли тему мастерски. Не представляю, как после этого можно писать комментарии, что вы не разбираетесь в крипте. Что такое хэшрейт? Хэшрейт. Вот мы говорили про майнинг, про добычу. И опять-таки углубленная тема, если углубиться, что-то такое. То есть у каждого майнера, у каждого вот этой штуки, у асика есть мощность вычисления. То есть у кого-то это 20 терахэшей, у кого-то 30 терахэшей, у кого-то 40 терахэшей. И вот это вот... От 10 до 100. От 10 до 100. Вот это вот мощность вычисления. Насколько быстро ты сможешь вычислить следующий блок. Мощность майнера. Вот так вот, хорошо. Это лошадиные силы вычислительного оборудования. Что такое фьючерсы? Фьючерсы – это один из инструментов трейдеров, более продвинутых, нежели те, кто покупает просто актив и продает его. А это, соответственно, возможность заключить контракт на стоимость актива в будущем. Фьючерсы, соответственно, бывают поставочные и беспоставочные. Поставочные – это когда мы договариваемся, что в конце, значит, срока нашего договора ты мне передаешь X денег, а я тебе передаю этот актив. По-любому. По-любому. Беспоставочный – это, по сути, такая спекулятивная история. То есть я по прошествии срока давности нашего контракта, по истечению нашего контракта, я якобы тебе должен был бы отдать актив, а ты со мной за него рассчитаться. Но мы фактически друг другу этого не передаем. Считаем только дельту между фактической ценой и ценой, по которой заключен фьючерс, и рассчитываемся в плюс или в минус для каждой из сторон. Да, заработок любит. Что такое иксы в криптовалюте и как их получить? Все, кто приходит в рынок криптовалют, ожидают, что они очень быстро увеличат свои вложения. Я покажу. Вот ты пришел сегодня вечером вот так. Соответственно, иксами, как бы это такой сленг, можно сказать, но иксы это все, что... X3. Иксы это, соответственно, все, что выше X2. То есть, соответственно, иксы это, например, ты пришел, купил какой-то актив за $100. А какой за 100? Вот ты пришел с десяткой,
раз, и завтра X2. А хотят X3. Недалекие ребята рассчитывают на то, что они купят какой-то шлакоблок, и он резко вырастет в цене в 10 раз. То есть они ожидают так, что они пришли, купили эту херь. Мало того, что купили ее не на свои деньги, а постарались еще максимально влезть в займ на бирже, какой-нибудь с большим плечом, там, ну хотя бы X20. Хотя бы. И на всю котлету, значит, затарились этим дерьмом, чтобы словить иксы. Это ирония сейчас была, ребята, Да. не делайте так. Я придерживаюсь такой стратегии, ну точнее не стратегии, наверное, даже, а такого мнения, что для того, чтобы сделать так называемые иксы в рынке, нужно обладать терпением и не Не рассчитывать. быть терпилой, не путать с То этим. есть, соответственно, для того, чтобы сделать иксы, нужно вкладывать ту сумму, с которой тебе не нужно оперировать ежедневно, которая не понадобится тебе послезавтра для того, чтобы заплатить за коммуналку Или детский садик. или детский садик, или купить продукты. Ты покупаешь в долгую и держишь свою позицию. Соответственно, если мы говорим про рынок криптовалют в частности, то на дистанции, если мы видим, то так или иначе даже какие-то проекты, которые я не считаю фундаментально какими-то интересными, они все равно показали, в долгосрочной перспективе показали Иксы. показали те самые иксы, да. Поэтому, как говорит Баффет, никто не может следовать моей торговой стратегии, а он, как известно, работает в долгую, да. Чуток успешный. У него, если мы там смотрим таймфреймы, там, день, два или неделя, такое то таймфреймы? для него, если мы там инвестируем на неделю, на полгода или на год и рассчитываем собрать какой-то профит, то он размышляет в категории 10 лет, или 20 лет, или 30 лет. На дистанции криптовалютный рынок показывает свою состоятельность, в первую очередь, с точки зрения того, что стоимость того же биткоина на сегодняшний день не ноль. Независимо от ценовых колебаний и волатильности, на большой дистанции биткоин показывает хороший рост все прошедшие 12 лет, и, соответственно, можем предположить, что в будущем мы можем тоже увидеть какой-то профит от инвестиций в долгую. Да, еще хотел сказать, что если вам интересны даже такие слова, там, как волатильность, таймфрейм и так далее. Можете повеситься. Ну, можете загуглить, но если надо, мы можем рассказывать вот просто, что такое таймфрейм? Раз. Что такое волатильность? Раз. Что такое это? Два. А я ляпаю их, даже не думаю, что это непонятно. На самом А это ж ни хрена непонятно, что такое таймфрейм. Мы в прошлый раз с тобой Даже просто из наших мы с сотрудников. тобой в прошлый раз просто настолько упражнялись в простоте, что человек написал: эти ребята не разбираются в биткоинах. В битховенах. Я ему, конечно, порекомендовал про немножко по интернетам и как бы посмотреть, чем мы занимаемся, так, для общего развития. Не, ну он нормально написал, не по злому, как бы, но просто мы, понимаешь, с тобой пытаемся супер простым языком объяснить, а в итоге получается так, что мы как два дебила здесь сидим. Как 2-4 дебила, мы же сидим там. А тут мы Тут как два дебила, потому что минус два. Минус 2. Блин, Мне я кажется, просто... достаточно знать хотя бы элементарно английский язык, чтобы понимать эти значения. Допустим, таймфрейм, временные рамки, какое-то ограничение по времени, интервал времени. Ты что, сильно умный? Ты сильно умный или что? Следующий вопрос. Этот вопрос был задан сотни раз под нашими выпусками, поэтому я больше не могу его сделать. Это крайний вопрос, и Володя. вынужден его задать Последний. предпоследний. Давай. Где вы нашли такой обаятельный голос свыше? Ну хватит писать в комментариях, Вова. На помойке, дальше. И последний вопрос. Спасибо большое. Как всегда, по традиции, он автобиографический. Автобиограф. Что помогло вам поверить в криптовалюту? Я искал деньги на баскетбольный турнир, и, кстати, человек, который тут присутствует, Ваня Крыленко, привел меня в криптовалюту. А сам остался в каменном веке. Да, балбес. Вот так вот. Я говорю, я хочу провести турнир по уличному баскетболу, а он говорит, так а есть же какая-то вот как там криптовалюта какая-то, говорит, ну, я говорю, что? Говорю, это ж сейчас тренд, круто, все, дай контакт. Он говорит, да вот, пожалуйста. Я пошел там, что-то мне дали еще один контакт. Я созвонился... Денег все меньше, там дали еще один контакт. Не-не, с Дмитрием Уже Поповым. скоро хавать нечего С будет. Димой созвонился. Там еще один контакт. Я говорю, можешь рассказать вообще, что это такое? Вроде как прикольно, но я ни хрена не понимаю. И мы просто 3 часа разговаривали. Он говорит, а у тебя есть деньги на привате? Не, он жил в тот момент то ли на Бали, то ли во Вьетнаме где-то. И он мне просто рассказал, что такое биткоин, что такое блокчейн. И я просто 3 часа слушал и думаю, так это же будущее, это же просто кайф. Это Кто оплачивал телефонный счет? Интернет.
Интернет. Мы по интернету разговариваем. интернетам? Да. Более того, с видеосвязью. Google видеосвязь. Что? Да! Вот эта вот штука мне дала уверенность в криптовалюте. И я начал везде искать, всем То рассказывать есть про тебе крипту. уверенность в криптовалюте дал чувак из Вьетнама по скайпу, рассказывающий тебе Нет, 3 это часа про он с Киева. Он сам с Киева, он там жил просто в этот момент. Что тебе уверенность дало? Технология. Мне понравилась безумно технология, что это полная децентрализация, ограниченное число выпущенных монет. Я конкретно про биткоин. Как оно работает, В общем, что ты пересылаешь Ты без понял, банка. что это технология, Да, я понял, что это а технология. не пирамида. Да, я понял, что сразу, что это не пирамида, потому что А Мунтян реально лечит людей? он подлечивает. Вот, и после этого я просто начал всем людям, которых я знал, встречал, друзей, знакомых, задалбывать криптовалютой. Кто-то слышал, не слышал, и потом... Криптовалютой можно задолбать, это еще один тезис. Да, и вот так получилось, что, короче, значит, Задолбал сейчас у нас... всех стриптизерш, проституток на районе. Ну, так получилось. И сейчас вот у нас есть небольшая компания, там... Наверное, меня зацепило то, что я понял. Я самостоятельно изучал, мне никто ничего 3 часа не рассказывал. Я чисто случайно услышал слово майнинг, мне стало интересно просто чекнуть, что это такое, потому что все ребята как-то об этом шутили. Мне стало интересно чекнуть, я посмотрел и, начал углубляться. Я понял, что я ни хрена вообще не понимаю. Вот. А такого никогда не бывает. Да, но я такой любознательный человек, я все равно стараюсь на какие-то темы, в которых я слабо понимаю и так далее, все равно как-то что-то почитать, как-то подизучить немножко, да, чтобы, в беседе не падать в грязь лицом. И я начал читать, я понял, что я не понимаю ни одного слова, ни одного предложения, ни вообще о чем это, что это. Вот это для меня было вызовом. Я, разобравшись немножечко, понял, что за этим всем стоит технология. Я понял, что в этом никто не разбирается, не к кому обратиться, негде толком почитать. И вот это меня заинтриговало. То есть мне стало интересно разобраться. А после того, как я начал разбираться, после того, как начал углубляться, я, соответственно, начал заходить на какие-то торговые площадки и так далее. И уже когда моя бизнесовая натура увидела в этом определенную возможность. То есть если это изучить и дать рынку в рамках вот этого сервис, боли рынка. Да, закрыть какие-то боли рынка, то, соответственно, может получиться как раз моя мечта. Бизнес в инновационной среде. Так мы, собственно говоря, и начали. Ну все, друзья, ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии. Ира Шеремет. Мы ждем ваших комментариев. Очень важно для нас, друзья, чтобы вы не смотрели нас на крысу, конечно же, по традиции. Мы вас всех обнимаем, любим, целуем. Колокол! Подписчиков и просмотры мы не накручиваем. Для того, чтобы уберечь вас в дальнейшем от написания в комментариях, я вам говорю, что это AdWords, это реклама, это нормально, это реклама, это двигатель прогресса.